Здравствуйте, друзья! Мой новый обзор будет посвящен светильнику для умного дома Xiaomi от производителя E-Light. Я уже обозревал различные светильники, и потолочные, и лампы, но еще ни разу не касался темы настольных ламп. И в этом обзоре я постараюсь немножко этот вопрос, так сказать, решить и рассказать о своем новом приобретении настольной лампы E-Light Xiaomi. Так, приступим к вскрытию. Доставка была новой почтой. Все в срок. В принципе, ничего заслуживающего особого внимания по этой доставке сказать мне нечего. Заказал, оплатил, доставили. Все стандартно. Вот такая довольно большая коробка. Вот, соединенные уже положили переходничок. Причем я его не заказывал. Магазин в качестве жеста доброй воли ложит такие переходнички. И вот, собственно, вот такая вот белая коробка. Сейчас сниму полиэтилен. Вот такая вот красивая белая коробка у нас. Вот, сейчас попробую вас немножко сфокусировать видео лучше так. Не видно, вот так, чуть-чуть ниже. Угу. Ну, чуть-чуть побольше ракурс. Вот такая, видите, с изображенным светильником. Изображены на коробках, написаны характеристики по обыкновению. Что здесь написано интересного? Температура использования минус 10 плюс 40 градусов Цельсия. Световая температура 2706,5 тысяч градусов Кельвина. Напряжение питания от 100 до 240 вольт, 50-60 Гц, ток 0,2 ампера. Выход блока питания пол ампера 12 вольт. Wi-Fi IEEE 802.11, BGN 2,4 ГГц, 6 Вт. Ну, сейчас приступим к вскрытию коробки. Итак, что у нас в коробке? Инструкция. Белая заглушка такая. Видите, так все интересно упаковано. Прям стойка такая. И сейчас достаю лампа. Вот. Видите, тут все хорошо так упаковано. Такая упаковка просто не дает шансов что-то разбить. Вот так оно в коробке лежало, видите? Это здесь, видимо, блок питания. Это оно было вот в таком чехле. Сейчас я попробую повторить, как оно было упаковано. Для того, чтобы было понятно. Вот именно. Даже, наверное, вот так. Вот видите, какая упаковка. То все красиво упаковано. В принципе, Xiaomi в этом плане молодцы. Вот, чуть-чуть более крупным планом. Вот. Со всех сторон плотный картон. В общем, ну, доехала нормально, вообще без проблем. Так, разбираем. Здесь у нас в этой штуке ничего нет интересного. Чехол. Здесь у нас, сейчас посмотрим. Блок питания с плоской вилкой американской. Блок питания. Сейчас постараюсь ближе поднести. Вот, камера вроде как навелась. Да, 12 вольт, пол ампера, то есть 6 ватт. Так, и, собственно, сама лампа. Вот что она себе представляет. Вот крупным планом весь светильник. Так, давайте посмотрю, что там видно, не видно. Вот так. Вот, видите? Вот так. Дизайн минималистический. Палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек. Вот, выгибается, складывается. Здесь у нас регулятор имеется сзади. Вот здесь заклеен. Сейчас отклею. Заклеено отверстие пленочкой. И вот, собственно говоря, вот так оно
выключается. Вот такая вот лампа. Сейчас попробуем ее включить. Итак, первое включение лампы. Провод, кстати, длиной около 2 метров. Вот, нажатием загорается. И включением регулируется цветовая температура до минимума. Вот сейчас видно, что диоды расположены через один. Белый, желтый, белый, желтый. Еще одно нажатие выключается. Вот, базовая настройка. Включаем, выключаем. Уровень освещения я обязательно чуть-чуть дальше замеряю при помощи люксометра сравнительно с обычной энергосберегающей лампой. И сейчас я, пожалуй, еще измерю энергопотребление. Сколько эта лампа потребляет электроэнергии. Сравнивать я буду освещение с нынешней, обычной, как вы сами видите, самой обыкновенной настольной лампой, в которую вкручена энергосберегайка на 15 Вт. Проводить измерения я буду при помощи специального прибора, который называется люксометр. Сейчас я включу обычную лампу на 15 Вт. Так, и мы видим, сейчас я исправлю, 562. Давайте крупным планом. Потихоньку 600. Растет. Я не знаю, с чем связано, но оно как-то не сразу показывает максимальный уровень освещенности, а потихоньку растет. Давайте подождем, сколько нам покажет максимум энергосберегающая лампа. Напомню, мощность 15 Вт. То есть в 2,5 раза мощнее, чем заявлена мощность вот этой светодиодной лампы. Так, похоже, что уже особенно не меняется. 800. Вот 800. Берем за контрольную точку отсчета 800 люкс. Так, выключаем. И теперь я включаю на полную яркость эту лампу. Так, сразу у нас на том же месте, ведь люксометр я не трогал. 720. Так, ближе поставлю. Примерно, чтобы с одной точки светили. Вот и с одной высоты. Так, ну, я бы сказал так, что уровень освещенности сопоставим. Так, теперь, как я говорил, 700 уже 50 идет, пусть показывает. Так, а сейчас я еще посмотрю уровень потребления этой лампы. Вот я показывал, он включен в умную розетку, и вот он показывает сейчас, так, крупным планом 5 Вт. Лампа в этом режиме потребляет 5 Вт. Уровень освещения такой же, примерно как у 15 Вт. Ну, то есть в 3 раза меньше, уровень более-менее такой же. Но не забываем, что эта лампа умеет работать с разными цветовыми температурами. И сейчас я попробую подключить ее в приложение Mi Home и поварьировать с разными температурами уровень освещения. Так, видите, я запустил приложение Mi Home, и он мне нашел сразу лампу. Сейчас он найдет, ищет Wi-Fi сеть. Ну, подключение стандартное. Дальше. Вот полностью. Сейчас посмотрим, как она подключится. Весь процесс подключения. Обновляет статус соединения. Я ее еще не подключал, это первый раз я сейчас вот на камеру ее подключаю. Так, похоже, все успешно, 93%. Напомню, я использую оригинальный плагин из Play Market, я не использую русифицированные версии, вот, все готово. И этот плагин, с этим плагином как бы нет никаких никогда проблем. Вот, появилась лампа, и она вот здесь, у меня даже самая первая появилась. Вот, включается и выключается. Так, сразу тут появилось какое-то обновление. Вот.
И сразу можно обновить прошивку этой лампы. Вот, обновился плагин. Плагин, в принципе, довольно стандартный. Вверх мы перемещаем, увеличиваем яркость. Вы видите, яркость на полной яркости больше 800 стала. Даже ярче, чем настольная лампа 15-ваттная. Вправо-влево регулируем цветовую температуру. По кругу она идет до 2000, где-то тут 700. Видите, чем же свет более желтый, тем у него уровень падает. И такой холодный совсем свет, белый, 5000, ближе к 5000, становится ярче. Так, что у него еще здесь есть? Режим чтения. Такой он. Температура у него 6410, нет, вру, 4000 Кельвина поменялась. Вот, в режиме чтения у него 800, свыше 800 у него получается уровень освещенности. Уровень работы за компьютером. Свет более такой желтый и притушенный. Вот здесь такой маленький 260. Это 30% 2700К температура. Есть у него любимые варианты, есть рекомендованные. Ну, похоже на то, какие это у обычных ламп. Это рассвет, закат. Вот уже то, что было, работа за компьютером. Режим максимальной концентрации. Ночное чтение. И просто чтение. Яркое самое. Так, смотрим, что есть. Это тут режим помодоро как-то называется. Работай 45 минут, отдыхай 10 минут можно включить. Посмотрим, что здесь еще, какие есть настройки у нас. Sleep Timer. Так, видите, нет. Sleep Timer, это через сколько выключаться. Здесь можно кастомизировать двойное нажатие. Двойное нажатие старт-стоп помодоро. Это вот 45 минут работы, 15 отдыхай. Включить или отменить таймер сна и переключиться на Favorite Light какой-нибудь. Это двойное нажатие вот на эту вот кнопку можно настроить. Дальше состояние по умолчанию. Мы настраиваем и сохраняем то состояние, при котором светильник будет включаться. Дальше New Group. Мы можем объединить в группу, причем все светильники E-Light. Видите, в одну группу можно объединить и белую лампу, и настольный светильник, и цветную лампу, и E-Light, этот самый потолочный светильник. Их можно объединить в одну группу, все светильники E-Light. Дальше, что у нас еще есть? Rename переименовать. Share Device это поделиться. Device Group. Device Group это в какой комнате он находится. Notification Shade Shortcut, это будет сверху у него иконка светиться. Здесь у нас обновление прошивки, самая последняя прошивка. Так, добавить на рабочий стол. Что у нас еще здесь есть? Так, Kids Mode. Режим детский. После того, как включается режим детский, цветовая температура может быть настраиваться в диапазоне 2700-4000 Кельвина. То есть это для защиты детских глаз, слишком белый такой свет 6500 не включается. И смарт-сцены, где мы можем добавлять. Значит, у нас какие здесь есть кондиции. Вот лампа. Кондиции у нас немного. Включить, выключить и включить, выключить. В принципе, все, что у нас здесь есть. И теперь посмотрим еще приложение E-Light, вот, который управляет светильниками. Появился еще один светильник. Вот он у нас. Здесь русифицированное приложение. И у нас есть режим разработчиков. Я включаю режим разработчиков. И это устройство теперь должно появиться в Domotics. Двойное нажатие. Запустить промо. В принципе, здесь все, в общем-то, то же самое. 45 минут работать, отдыхать 10 минут. Но здесь вот в программке E-Light
Здесь есть режим разработчиков, точно так же, как для остальных вот этих светильников. Если вы хотите работать в домотиксе, вам надо отдельное приложение E-Light, которое включает режим разработчика. И сейчас я проверю, что лампа умеет делать в домотиксе. Ну, я думаю, что в принципе тоже все то же самое, что умеют делать обычные светильники, вот те, что у меня есть. Ну вот, дорогие друзья, как и следовало ожидать из наличия режима разработчика, устройство, вот оно, E-Light, появилось автоматически в списке устройств. Нажатием на клавишу справа оно перемещается в меню переключатели. Вот я сейчас перехожу в меню переключатели. И вот оно где-то тут в конце. Вот, пожалуйста, есть и светильник работает, и диммер также прекрасно работает. Посмотрим, какие есть у него здесь дополнительно функции. Вот. Повышение яркости, понижение, белый, холодный цвет, полный цвет, ночной цвет. Полностью все режимы доступны в Domotics, ничего, никаких телодвижений дополнительных не надо. Вот. В целом, в принципе, я на это и рассчитывал, поэтому у меня было два варианта, какую настольную лампу купить, либо E-Light, либо филипсовскую. Ну, филипсовскую я был уверен, что она не подтянется в Domotics, а здесь я все же хотел, чтобы у меня она работала с Domotics. И я своего добился. Лампа мне нравится, она пойдет на замену настольной лампой, которую вы видели, обыкновенной, с лампочкой обычной энергосберегающей. Вот, она имеет, у нее светящаяся, скажем так, поверхность в виде диода, в виде такой вытянутой, получается, полоски и более равномерный свет. То есть визуально он мне больше нравится, настройки есть удобные, яркость не всегда нужна полная, она регулируется в отличие от обычной лампы. Ну и, соответственно, работа напрямую в сценариях, не надо ничего колхозить, ничего придумывать. В сценариях как Михон, так и Domotics. Вот. Надеюсь, обзор был этот полезный. Если я что-то упустил в своем обзоре, просьба задавать в комментариях под видео. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Чем больше вас, тем мне интереснее выпускать чаще видео. Дальше еще будет, как говорится, много интересного. Ко мне едут еще многие устройства. Я понимаю, что аудитория канала собралась больше такая ориентирована на умный дом Xiaomi. Ну, не только Xiaomi, вообще на умный дом. Поэтому я буду стараться все свои обзоры более-менее ориентировать на тематику умного дома. Так что оставайтесь, как говорится, на связи. И дальше будет много интересного и полезного по тематике умного дома.